Всем финал, вы на канале Дед Брум, меня зовут Максим. Сегодня продолжаем и заканчиваем играть в Choice of Life самосбор. Сегодня у нас получается мы допроходим последние 4 концовки, неизвестные нам. Я немножко подглядел, как дойти до этих финалов, потому что я, в принципе, в голове чуть-чуть не укладывал, где и в какие моменты мне нужно что-то сделать, что-то выбрать, чтобы прийти к другой концовке. Оказалось все немного проще, чем я думал. Если не ошибаюсь, 2 концовки аж здесь можно получить, одну здесь по классике, а последнюю я не помню. Буду вспоминать по пути. Поэтому всем приятного просмотра, мы начинаем. Итак, вот мы на развилке, которую была. Мы звали Настю на свидание. Но в этот раз нам нужно провести время в мужской компании. Это единственное, что я знаю, что нужно было сделать. Вернувшись, вы вернулись в раздевалку, надеясь встретить сослуживцев и узнать, как они отдыхают после смены. Вот это единственное, что я узнал. А дальше уже, я не знаю, надеюсь, мы придем к какой-то концовке. Пары приятный запах чистоты наполняют воздух ликвидаторской раздевалки. Принюхаться. Пахнет каким-то одеколоном. Такого даже не встретить в вашем блоке. Такой могут достать только межкластерные челноки. Челноки, наверное. Никого не обнаружилось. Вы уже собирались развернуться и уйти, как вдруг за вашей спиной кто-то перекатился и взял вас в захват. Вырваться. Ага, слабак, ладно, отпускаю. Бля, нихуй. Перед вами стоит Максим в одном полотенце, сверкает и своим накачанным телом. Должно быть, он только что принял душ. Что это было? Проверял тебя, а ты что тут делаешь? Хочешь узнать, как мужики развлекаются? Ну, Петрович бухает, в карты играет с кем-то. У меня есть другая идея, как развлечься. И у меня есть идея. Настоящая мужская дружба. Блять, тут есть это. ЛГБТ запрещено в Российской Федерации. Так. Так, вы укрепили мужскую дружбу. Подожди, в каком смысле? Мы реально этим занялись? Увольнение завершилось, отдых закончился, вам снова предстоит вернуться к ликвидаторской службе, дождаться сигнала. Так, давайте, кстати, я включу карточки, чтобы понимать, где я что выбирал. Заступиться за Петровича. Так, а, наверное, знаете, я продолжу в момент, когда что-то будет новое, либо... Нет, либо не знаю. Ну, скорее всего, да. Да? Нет, смотрите-ка. Ура! Наконец-то проявим себя. Дадим долг партии, и они нас отблагодарят. Вот, держи, это детектор плесени. Какая партия, Макс? Я соскучился. Бля, реально? Реально? Я соскучился, не торопись же, ребят, работать тоже надо, блядь! Что? Давай уже по делу, мы разделимся, чтобы проверить. Так, давай, беру комнату досуга. По пути следующий... А что тут? О, сердечко мне дадут, давайте. Да, это точно не Настя. Развернувшись в поиске других людей, вы слышали детектор Максима и потом его крик. А, сука, это она, убей ее! Оглядеть Максима. Максима скрутила хрупкая девушка. Приглядевшись, вы узнали свою бывшую одноклассницу Настю. Помочь Максиму скрутить Настю. Настя врезала вам так, что в глазах потемнело. Последнее, что вы видели, как она схватила Максима и свернула ему шею. Идти твою на. У нас тут труп ликвидатора. Возможно, криминал по сапогам. Следовать за Петровичем. Подожди. Подожди. Так, я вернулся, сделал другой выбор, потому что, я так понял, нам нужно получить концовку с Максимом, потому что дальше там что-то ничего не изменилось. Максим истошно вскрикнул и потерял сознание от боли, а Настя, наконец, перевела взгляд на вас. Ты же теперь ликвидатор, не ищут тебя, меня. Почему ты? Я не верю, что ты опасна. Что с тобой? Ты не подчиняешься партии, но спасибо. Беги, я покажу выход. Так, следовать за Петровичем. Все, план перехват. Мы дальше, по идее, также с Максимом. Я надеюсь. А где Максим? Его отряд будет патрулировать блок. Пока мы отсутствуем, девушка может вернуться. Мы не должны ее упустить. Взять тяжелое вооружение. Все дальше будет все точно так же?
Я так понял, что будет все точно так же, наверное. Окей, тогда продолжим уже с концовкой. Так, вот мы приблизились к финалу. Настя взглянула на вас странным взглядом. Это не та девушка, которую вы знали. Спасибо, ты спас меня тем самым... Спасибо, ты спас меня тем самым, спас Гигахрущ. Я что? Партии, как и фанатикам. Тут, если что, у меня работают карточки, но почему-то я не понял, почему тут у меня не было выбора. Либо это из-за того, что мы с Максимкой, либо я не знаю почему. Партии, как и фанатикам, нужна была информация во мне. Моя сила. Они не понимают, что уничтожив меня, они уничтожат Гигахрущ, ведь я Гигахрущ. И Гигахрущ одно целое. Благодаря тебе мне ничего не угрожает, как минимум в ближайшем будущем. Где Настя? Девушка села на колени и опустила голову. Девушка села на колени и опустила голову. Через пару мгновений на вас смотрела уже настоящая Настя. Это снова та девушка, которую вы знали. Так, спасибо тебе, я не знаю, как тебя отблагодарить. Главное, справедливость во стороне. Не надо благодарности. Настя легко улыбнулась, это уже не подросток, которого вы знали. Она повзрослела, ее взгляд теперь решительный и твердый. Нам пора идти. Скоро придут другие ликвидаторы. А как же твоя сила? Я тут кое-что поняла, мне понравилось. Оставлю ее себе. Теперь ни один партиец меня не тронет. Куда ты пойдешь? Не знаю, буду искать другой блок. Там, где я смогу быть в безопасности хоть какое-то время. Ладно, валим. Вы подружески обнялись. На мгновение вам показалось, что между вами могла быть химия, но момент явно неподходящий. На этом вы разошлись. Да, поборник справедливости, концовка. Последняя запись в рапорте по делу объекта «Плесень» гласила, что объект скрылся в глубинах Гигахрущевки. Из отряда ликвидаторов, выполнявших это задание, выжил лишь один человек. Максим отлеживался вроде. Вы продолжили выполнять свои служебные обязанности под руководством нового комиссара, а поиски объекта «Плесень» продолжаются до сих пор. После инцидента в лаборатории Притоп Петрович выжил. На свою ликвидаторскую пенсию он смог позволить себе титановые протезы для ног и пожизненный набор сигарет «Бетон» первый. И до самой смерти он хвастался всем, какой вы отличный ученик. Так, это у нас было. Максим был недоволен вашими достижениями на службе и тем, как вы поступили с Настей. Ваши отношения вскоре закончились, а Максим начал заискивать с высшим руководством комиссариата. Нихера себе, он офигел. Нифига себе. Так, ну ладно. Превьюха неплохая, конечно, зомбаки вот эти. Окей, значит мы идем на следующую концовку. Итак, мы вернулись к концовке, к следующей. В этот раз мы вместо Насти занимаем ее место. Мы будем вместо нее. Следуя указаниям ученого, вы включаете режим переноса сущности, ставите таймер и садитесь в кресло, вас окутывает тьма. Жертвенный. Или жертвенник, наверное, скорее должно было быть так написано. Плесенка заняла ваше тело и отправилась выполнять свою миссию. Вы спасли Настю, которая очнулась и помогла ученому, отбелив таким образом свое имя в глазах партии. Настя продолжила свою жизнь в блоке, а Гигахрущ и его жители спасены. Но вы об этом никогда не узнаете. Бля, грустненько. Ну, тоже такая неплохая, в принципе, концовка, мне кажется. Около хорошей, мне кажется. Так, сейчас та же самая концовка, только в этот раз, я так понял, нам нужно без деда быть. Вроде бы. Я не помню. Сейчас я попробую. Итак, мы пришли к той концовке, которую нам надо. Здесь я не помню, что нужно выбирать. Наверное, избавить субъекта сущности, потому что отделить объекта сущности мы вроде бы это уже делали. Снизу по бокам девушки внезапно крепят на месте мощные гидравлические держатели. Они не дают ей шевелиться, пока ее тело не проникает сотня игл. Девушка кричит, а из нее выкачивают зеленую массу. В конце, когда Настя почти теряет сознание, сильный заряд электричества бьет ей в голову. Она забывает о плесени навсегда. Так, нет, мне кажется... Ложное спасение. Нет, все-таки это правильная концовка. Блин, надо было тогда прочитать, что пишется. Вы выбираетесь из лаборатории вместе с Настей и пытаетесь жить, путешествуя по разным этажам. Но все это не имеет смысла, ведь Гигахрущ начал стремительно разрушаться. Самосбор теперь происходит регулярно и уничтожает всех людей, живущих на его бесконечных этажах. Круто написано. Ну ладно, ничего страшного. И все. То бишь, ну, тоже относительно плохая концовка. Ну, по сути, я бы сказал, в принципе, плохая концовка. Окей.
Значит, у нас осталась что, последняя вроде, да, концовка-то? Алло. Будет работать? У меня будет работать? У меня не работает кнопка. Ладно, сейчас, короче, разберусь, что происходит, почему у меня не работает кнопка. Ладно, продолжим. Все-таки вторая, точнее, последняя, я так понял, концовка у нас ведь, да? Сейчас посмотрю. Загрузилась у меня. Да, последняя концовка у нас находится здесь же, только вместо избавить объекта сущности нужно все-таки отделить сущность от объекта, но теперь нам некем заменить ее. Типа... Капсула закрывается на ваших глазах, ее заполняет полупрозрачная жидкость, которая начинает пронизать потоки электроэнергии. Девушку бьет током, понемногу снимая кожу, она бьется в конвульсиях, приобретая зеленый цвет. Наблюдать. Плесень полностью занимает тело Насти. Насти больше нет. Плесенка выбирается из капсулы, она полностью овладела телом юной жительницы Гигахруща и готова идти в мир, чтобы не дать людям уничтожить свою среду обитания. Ты и есть Плесенка? Девушка смотрит на вас с легкой улыбкой, но уже не Настя. Вы, люди, очень странно меня называете. Я советую тебе забыть мое имя и постараться забыть Настю. Ее больше нет. Я помогу тебе выбраться отсюда, но дальше наши пути разойдутся. Мне пора лечить Гигахрущ, а тебе дальше в нем жить. Не беспокойся, теперь твоя жизнь будет спокойнее. Вернуться в блок. Плесенка помогла расправиться с прибывшим отрядом ликвидаторов. У вас уже нет возможности вернуться в свой дом. Пришлось начать новую жизнь в соседнем блоке. Да, пионер. Первый человек, покоривший время и пространство, и спаситель Гигахруща. Вы начали новую жизнь вдали от дома. Тут никто не знает вашей истории, да и рассказать никому, ведь партия знает все. Узнает все. Ага. Вы спасли Гигахрущ, но какой ценой? Ну, ценой всего на свете. Ценой любви, ценой милой девушки. И все, и мы, получается, прошли на все концовки. Блять, я зачем-то еще раз это нажал. Остальные 4 концовки, которые вы не видели, вот романтик, проводник, путешественник во времени и партийный силовик, можете посмотреть на моем канале, в предыдущих сериях. Серии, где есть картинки, а не где текст. Ну, не где вот это там выбор, а где именно картинки. Хорошие, такие качественные, приятные с этой игры. Там все концовочки. Можете их посмотреть, если вам не хватило этих концовок. Серия выйдет, в принципе, очень и очень короткой. Сейчас я даже гляну быстренько. Может быть, тут есть 2 секретные концовки. Ну, не секретные, пионерские значки, но что-то мне впадло их выбивать ради 2 ачивок. Ну, может быть, вне серии я этим займусь. Опять же, остальные части можете посмотреть на моем канале. Они разбиты по частям. Мне писали в комментариях, чтобы я разбивал по частям, писал в наименовании ролика номер серии, но я так подумал, мне все-таки удобнее будет циферки ставить на самом превью, чем в названии ролика. Может быть, в будущем это все изменится, и меня переклинит, и я решу в названии ролика все-таки ставить циферки, номер серии, а не в превью. Я понимаю, что у некоторых превью, может быть, не грузятся, поэтому они не понимают, какая-то серия. Вот. Но, с другой стороны, почему бы просто не посмотреть превью? Если оно все-таки грузится, номер какой этой серии. Но, может, в будущем, если будут прям много-много жаловаться на это дело, что я ничего не ставлю, ничего не пишу, то как бы ладно, я постараюсь измениться, постараюсь что-то сделать с этим. Может быть, что-то и выйдет. Дальше, после Choice of Life самосбор, я пока... Нет, я знаю, какая игра у нас будет, но я так понял, она на серию 2, может быть больше, я не знаю. Но дальше я пока не знаю, что будет, какие игры. Надеюсь, вам все нравится, все устраивает вас. Если есть какие-то идеи по предложению игр, можете также писать в комментариях. Если вы российский разработчик, тоже можете писать на почту. Я с радостью поиграю в ваши игры, платно, бесплатно, мне без разницы. Я же игры покупаю все-таки. Я их не скачиваю, поэтому, если что, если вам хочется, чтобы тут
прошел, я могу с радостью пройти. Я люблю визуальные новеллы, в принципе, у нас по этой тематике канал, в принципе, ведется, но бывают, да, игры не по тематике, но это исключительно те игры, которые, ну, мне захотелось пройти. Тот же самый разработчик Лулулул, или же Лу, если кто не знает, прохожу уже половину, наверное, игры я его прошел, если не меньше. Вот. Это не сильно визуальные новеллы, сколько просто какие-то смыслонагрузочные игры. И бывает, у меня есть и другие игры на прохождение, точно похожие в этом плане. Поэтому, если что, можете также кидать. Стратежки я тоже люблю, например. Все мне нравится, все будет проходиться. Визуальных новелл много, других игр тоже много. Канал не завянет. Завянет он только тогда, когда трубят полностью интернет, и я не смогу зайти к себе на канал. Только в таком случае я перестану его вести. Но подписывайтесь на телеграм-канал, его я активно веду. Следите за новостями. Если что-то вдруг будет происходить, я хотя бы буду там писать, вам докладывать об этом. Да и вам будет, я думаю, намного удобнее через Telegram как-то со мной связываться, переписываться, общаться. Я со всеми общаюсь, в принципе, проблем в этом никаких не вижу. Что ж, вроде бы все, что хотел, я сказал. Спасибо, что смотрели, спасибо большое, что были вместе со мной в этой игре. Хорошего настроения. Спасибо, что смотрели. Опять же, подписывайтесь на телеграм-канал и Twitch канал. Стримы сейчас тоже активно возвращаются в обиход. Я после операции, поэтому... Блин, не договорил, кстати, да, получается. Под конец попиздеть решил. Получается, я вернулся после операции. Она у меня была не так давно, 19 числа. Сейчас 23. Собственно, сегодня эта серия выйдет. Получается... Немножко, может быть, моментами вы видите в моменте, где я вот так сижу, или как-то неудобно мне, что-то еще происходит в экране у меня на лице. Это из-за того, что мне неудобно сидеть. У меня была операция на копчике. Опять же, вся дополнительная информация будет в телеграм-канале, она имеется уже, в принципе. Немножко тяжело сидеть. Поэтому моментами я как-то то сё, 5-10, неудобненько. Надеюсь, вы меня поймете и простите. Ладно, я заговорил вас. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока.